Всем привет! Так получилось, что из-за технического сбоя я не выложил часть видео половины, даже больше половины, о том, где жить и стоит ли вообще жить в Краснодарском крае. Часть информации просто не смонтировалась по непонятной причине. Вот. Поэтому специально для вас перезаписываю эту информацию, чтобы вы могли сделать для себя выводы. Хотите ли вы жить в Краснодарском крае или нет? И на побережье конкретно. Мы остановились там случайным образом на Туапсе. Ну, это город моего детства. Но если быть объективным, то, увы, сейчас в Туапсе жить я бы не рекомендовал. Во-первых, потому что там расширили терминал, в смысле, порт. То есть, во-первых, больше танкеров. Во-вторых, там есть теперь Еврохим, который экспортирует оттуда удобрения. И в-третьих, там огромный нефтеперерабатывающий завод. В самом городе нет. Но если вы имеете работу удаленную, если у вас есть хорошая пенсия, то вы можете в Туапсинском районе поселиться. Огой, местная туапсинская элита считает, что это хорошее место для жизни, и многие там живут. Проблема в том, что оттуда сложно добираться до Туапсе, особенности зимой, потому что иногда снег выпадает на Огойском перевале, и туда просто не заехать. Или оползни бывают периодически там. И вторая проблема — это то, что работы-то нет на самом деле никакой. Ну, то есть, если вы хотите работать за копейки, то, может быть, да. А так, только на пенсии. Медицина соответствующая, то есть поселок есть поселок. Вот. Хотя я, конечно, люблю Туапсинский район. Во многих местах бывал, отдыхал. Давайте пойдем. Небук топило. И, в общем-то, все районы, все поселки Туапсинского района их топило и будет топить. Это нерешаемая задача, потому что так же, как и в Испании, здесь получается, я имею в виду в Туапсинском районе, так же, как в Испании, города, поселки и вообще населенные пункты расположены вдоль побережья в основном. А когда выпадают сильные залповые осадки, то, соответственно, все это очень быстро стекает с гор и затапливает эти населенные пункты. Поэтому Небук топило очень сильно и совсем недавно. Если где-то селиться, то только на горе. Опять же, работы там нет, и до Туапсе надо ехать. Так, пошли дальше. Значит, после Небуга идет... Что у нас? После Небуга у нас идет Тюменский. Вообще маленький поселок. Тоже вдоль речки. Его тоже топило, насколько я помню, на моей памяти. Потом есть Ольгинка. В Ольгинке, я думаю, интересно, наверное, только то, что есть старая дорога до Новомихайловки вдоль берега моря.
Там есть какие-то старые пансионаты, жилые дома. И, наверное, там дешевле. Все это очень дорогие места на самом деле. К сожалению, Туапсинский район стал дорогим в последнее время, потому что курортов меньше и меньше становится доступности. Так, Ольгинку тоже топило. Я помню, там сносило какой-то мост. Новомихайловский. Поселок городского типа, большой. И, наверное, после Туапсе и Агоя и Шипси, потому что в Шипси все-таки уже больше субтропический климат, я бы рекомендовал Новомихайловский. Но его тоже очень жестко топит вдоль речки, поэтому надо искать места какие-то в стороне от реки. Лермонтово вообще гиблое место в моем понимании. Там, помните, с дорогу заливало так, что она проваливалась. И огромная река в Лермонтово. Хотя Новомихайловка, Лермонтово, песчаные пляжи, мелко. Зато волны большие зимой. И Джубга. Джубга самый крупный населенный пункт в Туапсинском районе после Туапсе. Ветрено, потому что долина ветров Джубга. И пробка, вечная пробка летом и осенью, и весной. Не будет она никогда решена, эта проблема, потому что нужно мосты строить через реку. Джубгу топит, но в Джубге хотя бы есть какие-то альтернативы, там где-то на горку залезть, поселиться. То есть варианты есть по Джубге. Но опять же, какая там работа? Только обслуживание туристов. Больше никакой работы там я не могу придумать вам. То есть работать в пансионатах, может быть, сельское хозяйство какое-то. Все. И последний поселок в Туапсинском районе, Бжит. Название прикольное. Первая особенность то, что он за перевалом находится, то есть туда еще нужно заехать, и зимой, если снег выпадет, то на этот перевал сложно заехать, он достаточно высокий. Сам поселок находится вдоль дороги, и вообще от Джубги до Геленджика дорога уходит от моря в горы, и все поселочки, если они есть, то они либо вдоль дороги, либо они на каких-то ответвлениях тупиковых к морю. И Джит один такой представитель. Еще в Туапсинском районе. Сам поселок маленький, но есть два ответвления к морю. Голубая бухта, известная дача Ткачева, агрокомплекс имени Ткачева. И пансионат Туапсе, администрация президента. Туда не попадешь к морю за бесплатно. И в Джубге, кстати говоря, тоже все перегорожено. Выход к морю. Недостаток, огромный недостаток Джубги, просто самый величайший. Это первое место, куда приезжают туристы, которые едут со всей России. А может быть, это, кстати говоря, самое огромное достоинство Джубги. То есть, если вы едете из какого-нибудь там, не знаю, условного Липецка, вы приезжаете куда? Вы прежде всего приезжаете в Джубгу. И когда вы приезжаете в Джубгу, у вас нестерпимое желание попасть на море. Поэтому Джубга всегда это толпы машин, толпы туристов. Может быть, это и классно, то, что бизнес на туристах. Когда ты доехал, дорвался, тебе хочется искупнуться. Поэтому там доступ к морю весь жутко перегорожен какими-то заборами, пропусками и так далее. Так вот, на Бжиге мы Туапсинский район закончили. По пляжам Шипси, насколько я помню, такая смешка камушка с песком. И то есть. Гизель-Дере, Весна
по-моему, тоже такая вот микс до Туапсе, того с тем. И камешки, и пески, то есть с пятнами есть такие пляжи. Агой, очень глубокое море, каменистый пляж и чистое море, чистый пляж. Ну, по крайней мере, как я его помню. То же самое относится к Ольгинке. Камешки такие приятные, не очень крупные. И тоже, в принципе, чистое море. Новомихайловка, Лермонтова, как я говорил, песчаные пляжи, мелкое море, поэтому там орленок для детей. И Джубга тоже смесь. И камешки есть, и песочек есть. Но в Джубге, как я уже говорил, проблема то, что туда летом просто столпотворение. Народ ломится, всем хочется искупнуться срочно в море. Так, с Туапсинским районом закончили. Ну, если бы вы меня спросили, где, во-первых, да, где бы я хотел жить, точно нет Лермонтова, точно нет Тюменский, это прям дыры. Джубга, ну, опять же, где жить? В частном доме? Ну, наверное... Агой хорош тем, что он рядом с Туапсе. Джубга хороша тем, что она, в принципе, недалеко от Краснодара, недалеко от Туапсе, недалеко от Геленджика, то есть транспортной доступностью. Ну, Новомихайловский тем, что он большой. Наверное, этим. Вот. Ну, честно говоря, опять же, Квартира, как я понимаю, есть только в Джубге, в Новомихайловском. Не помню, где еще бывает. Ну, в Ольгинке, может быть, какие-то квартиры есть. Все остальное частный сектор и соответствующая цена. Так, это мы с Туапсинским районом. Да, кстати говоря, в Туапсинском районе, как и в любом, кстати говоря, другом районе, в Большом Сочи, есть еще поселки, которые находятся не вдоль побережья. Они менее привлекательные, но почему бы нет? Если у вас есть машина, здоровье, то есть вы не болеете, вам не нужна скорая, то почему бы и нет? Допустим, больше в горы от Агоя есть Агуй-Шапсук, поселение на Туапсе. Туда в горы, в сторону Адыгеи, есть какой-то там поселки Индюк, ну, населенный пункт вдоль дороги Индюк, по-моему, Кривеньковская там же есть, если я не ошибаюсь, большой населенный пункт Шаумян. Они очень живописные, они такие, ну, прям вот горы, красиво, и местные жители на лето туда уезжают, потому что если они не зарабатывают на туристах, или, допустим, наоборот, они зарабатывают на туристах, сдают свою квартиру, а сами уезжают куда-нибудь на дачу, вот туда вот, в сторону гор. Там красиво, там дешевле. Ну, как маленькие всякие населенные пункты, минус того, что они маленькие. Соответствующий уровень образования, отсутствие больших магазинов. Ну, не мне вам рассказывать, можете представить. Но как вариант, вдоль дороги до Шаумяна можно себе рассмотреть, потому что это все-таки дорога достаточно проездная. И самая большая проблема, кстати, забыл сказать в том видео, которое обрезалось, самая большая проблема Туапсе, помимо качества воздуха и подтоплений, это то, что там невозможно просто передвигаться летом. Есть этот мост через реку Туапсинку. И, соответственно, все, кто едут в Сочи, они застревают в этом месте перед мостом. Из-за этого, в общем-то, весь город в той или иной степени стоит. Потому что перед мостом, и потом эти пробки по всему городу растягиваются.
Поэтому, если вам как бы Туапсе, я бы даже формально разделил на две части. Одна часть, которая со стороны Сочи, вторая часть со стороны Краснодара. И считайте летом, что эти две части между собой мало связаны. Вот реально там очень сложно проехать. Так, все, наверное, Туапсинский район закончился. Видите, идиоты в Испании имеются, сигналят зачем-то. Весь день сегодня занимался монтажом, вышел погулять. Вот, посмотрите, как красиво ходишь. Все освещено. Тут незастроенные поля. Там поселочки на горе. И вот церковь Иглесия. Хожу и уверен в том, что мои походы здесь безопасны. До сих пор тепло, сейчас где-то градусов 16-17 на улице. Ладно, пойдем дальше. Геленджикский район. Как я уже сказал, Геленджик, вообще вот вся дорога до Геленджика теперь идет в горах, а не по побережью. И из тех поселков, которые я вот могу вспомнить, они на побережье, то есть к ним ведет тупиковая дорога. Это, ну, естественно, Джанкой, Просковеевка. Просковеевку, вы знаете, дача того, кого нельзя называть, там находится. Соответственно, дорога туда отличного качества. Но землю вы там не купите. Просковеевки все раскупили. Я, честно говоря, не уверен, что там вообще можно на пляж выйти. Но когда я туда ездил и купался с семьей, там, кстати, скала Парус именно в том месте находится. Вот, когда я туда ездил, там прекрасный пляж, мелкий камушек такой, чистейшая вода. Ну, наверное, поэтому там дачу и решили построить. Чистейшая вода и мало людей. Не уверен, что сейчас туда можно свободно проехать, но если можете, проедьте. Оно того стоит. Покупаться в чистейшем море. Дальше есть менее пафосное место, но тоже в тупике, и, соответственно, летом чистая вода будет. Это Крыница и Бетта. Бетта тупик. Там отвратительнейший пляж, его как такового нет. Камни, спуск к этому пляжу плохой. Мне жутко там не понравилось, хотя я там отдыхал. В Крынице песочек, там большая река такая, протекает песочек, людей там побольше. Но вот прелесть вот этого куска от Крыницы и Бетта в том, что там очень мало людей даже летом, поскольку это тупик, не все туда готовы вот сворачивать, ехать. Поэтому в плане побыть в одиночестве, ну, я бы порекомендовал. Почему и нет? Классно, музыка. Вот, почему бы и нет? Значит, ближе к Геленджику есть Дивноморская. Отличное место, чистейшая вода, пляж из камушка. Летом, как всегда, куча людей. Весной, осенью очень приятно. Там дача патриарха, насколько помню. Там есть, по-моему, такие многоэтажные дома. И все, что находится вдоль речки, естественно, топится. Сам Геленджик. Ну вот, место, которое известно на всю Россию. Почитайте историю, внимательно почитайте историю. Геленджик всегда был гиблым местом, болотом, местом, где торговали, продавали невольниц в Турцию. Удобная бухта, поэтому самый большой недостаток Геленджика — это то, что он находится, по сути, на склоне горы Махотского хребта. Соответственно, если идут ливни, то все несется по этому хребту к морю, все смывает. А как вы знаете, в ливневке спускают фекалии везде, по всему побережью. Поэтому в Геленджикской бухте
Вода, ну, я бы сказал так, опасна для здоровья, это как минимум. Я бы не стал там купаться. Но вы сами решайте для себя. Плюс еще известная проблема Геленджика, Новороссийска. Проблема с водой. И в Ридиме она не будет решена. Воды мало. И мы знаем, климат меняется к более экстремальному. То густо, то пусто. Что еще? Мусор. Проблема мусора. Опять же, общая для Геленджика и Новороссийска. Ну и дороговизна. То, что у жителей по беспределу отбирают их земельные участки, по моему мнению. Все, что интересно в плане того, чтобы построить гостиничку для властьпридержащих, это все будет отбираться под любыми предлогами. Имейте это в виду. Так. Тонкий мыс. Я там купался на Тонком мысу. Почему? Потому что он выходит в море. И в открытом море, где течение, я бы еще, я рискнул искупаться. В самой бухте Геленджика спасибо, но нет. Дальше. Геленджик это город. Правда, качество застройки, потому что он попсовый, то есть он известен для всей России, качество застройки там отвратительное. Я был в одном доме еще в 2005 году, когда Геленджик не настолько был раскручен, как сейчас. И в 2005 году квартира у частного застройщика, где я был случайно в гостях, стены были межквартирные, то есть выходящие в общий подъезд, сделаны из гипсокартона. Есть огромный спрос, и застройщики удовлетворяют этот спрос тем, что строят из говна и палок. Отдельное видео запишу про то, как строят на Кубани, благо, что есть большой 15-летний опыт. Я вам все секреты расскажу. Пошли дальше. Кабардинка. Геленджик находится рядом с Новороссийском, и плюс его в том, что там большая дорога. Как сейчас помню, она такая широкая, шла к Новороссийску. Вот в этом плане удобно. Транспортная доступность относительно хорошая. Кабардинка уже находится на берегу Цимянской бухты. То есть уже на берегу Новороссийской бухты. Да, кстати, по климату. Давайте быстренько пробежимся. Ужегой отличается по климату от Туапсе. Потому что он находится за Гойским перевалом. И перевал это достаточно большой. Такой, что его немцы не смогли преодолеть во время Великой Отечественной войны. Поэтому климат в Огой холоднее, чем в Туапсе. Но все-таки еще достаточно теплый. Наверное, до Джубги примерно одинаковый климат во всех этих поселочках. А вот уже после Джубги, Архипо-Осиповку забыл, не бейте меня. Архипо-Осиповка, да. Огромный поселок. Размером Джубгу, наверное, может быть, чуть меньше. Летом забит туристами. Все, кто едут, они либо в Джубгу, либо в Архипо-Осиповку доезжают. Песчаный пляж. Сколько раз я там бывал. Протолкнуться невозможно. Человек на человеке лежит. Наверное, из-за того, что он такого городского типа, то есть маленький такой городок, типа того, где я сейчас нахожусь. Я думаю, что зимой там, есть хотя бы чем заняться и что делать. То есть, не такая дыра, как Тюменский. Простите меня, жители Тюменского, вы знаете, что это дыра. Вот. Почти якорная щель. Да, кстати, на побережье много всяких поселков со словом щель.
строительная щель и якорная щель. Так. Ну и в Геленджикском районе есть другие поселки, которые не на берегу, типа Тикоса. Вот. Ну, они просто вдоль дороги находятся. Если бы я там Михайловский перевал, если бы я выбирал в Геленджикском районе, наверное, бы я выбрал Дивноморское. Во-первых, потому что относительно близко к Геленджику, крупному городу, относительно крупному, опять же. Вот. С другой стороны, немножко в стороне от трассы находится, около моря, и там есть где выбрать, там можно найти места, где поселиться не вдоль речки, то есть менее потопляемые места. Ну, вы же понимаете, что патриарх себе плохого не пожелает. И он выбрал это место именно потому, что оно относительно удаленное и чистая вода. То есть в Геленджикском районе мой выбор это Дивноморское. Так, доехали мы до Новороссийска. Так, ну вот, Новороссийск. Новороссийск. Второй по значимости город в Краснодарском крае, но я бы иногда даже назвал его номер один. Первое, в чем я уверен, в том, что в Новороссийске всегда можно найти работу. Крупнейший порт на юге, он всегда таким будет. Много разных бизнесов. И я бы даже поспорил, где лучше селиться, в Новороссийске или в Краснодаре, в плане работы. Да, кстати, сделаю флешбэк немножко назад. Я говорил, что Сочи это остров. У них даже, по-моему, радиостанция такая была, остров Сочи. Сочи это остров. Туда одна наземная дорога, автотрасса, железная дорога, но опять же забитая, и там часто сходят оползни. И летом поезда «Ласточки» используются как метро, чтобы люди доезжали до работы в Сочи, из Лазаревской, например. И аэропорт. Ну, правда, плюс то, что аэропорт есть, работает. Туапсе уже есть две дороги и железные, то есть три. В Туапсе можно приехать через Шаумянский перевал. В Туапсе можно приехать со стороны Джубги. Есть железная дорога. Новороссийск, тоже можно туда приехать через Джугу. Можно со стороны Краснодара. Сам город почти всегда стоит в пробках, потому что порт, потому что везут зерно, потому что едут отдыхающие, металлолом, но работа. Недостаток Новороссийска, несколько их. Номер один это цемент, цементная пыль, которая прилетает и оседает на всем. Номер два это проблемы с водой. И на этом же уровне, наверное, находится проблема с ледяным дождем, который у них регулярно случается из-за своеобразного расположения. Ветер дует, и, в общем, все. Вы можете найти как-то ваш дом обледеневшим, машину обледеневшую. То есть в плане климата, конечно, Новороссийск, ну, жуткая бе. Ну, конечно, это южный город, но среди южных городов он жуткая бе. Даже по сравнению с соседним Геленджиком или с Анапой. Ну, такое у него расположение. Но зато работа. Районов в Геленджике очень много разных. О, в Геленджике, господи, я говорился. Районов в Новороссийске много разных. Я бывал почти во всех. Не буду комментировать недостатки, плюсы и минусы, потому что
на вкус и цвет. Ну, могу только сказать, что я ездил дальше, в сторону Мысхака, Озереевки. Ну, там, конечно, бывшие или все еще действующие винные совхозы. Красиво. Правда. Ой, Мысхака, пляж, конечно, гадость, но застраивают бывшие виноградники домами. И я остался поклонником Мысхакского винзавода. Вообще почти на всех винзаводах в Краснодарском крае побывал. Мысхака самое, ну, одно из самых зачетных того, что я пил. Там красиво, там вроде как в стороне от Новороссийска, вид на море. Если бы я покупал дом, то я, наверное, купил бы там. Как минимум красивый вид на море. Но все те же самые недостатки, что и у Новороссийска с климатом. Дальше пошли. Опять же та же ситуация, как и с Геленджиком. Здесь трасса уходит от моря. Давайте отдельно упомянем Абрау-Дюрсо и Дюрсо. Абрау-Дюрсо, конечно, красивейшее место. Озеро. Там свой микроклимат. Ну, это просто такой вот какой-то отдельный уголок прекрасный, очень живописный. Ну, и жутко дорогой. И туда хрен доедешь. Вряд ли они дорогу туда сделают лучше. Все едут на этот самый, на винзавод, попробовать шампанское. Ну, в общем, такое туристическое место, притягивающее туристов. Поэтому место это очень красивое, но для жизни, если вам не нужно никуда ездить, то да. Если вам нужно на работу куда-то ездить, то нет, из-за транспортной доступности. Но один раз ездить стоит в Абрау-Дюрсо. Рекомендую, как мы были осенью. Жутко красивое место. Господи, английский здесь второй государственный. Половина жителей этой деревни говорят по-английски, наверное. Ну, кстати говоря, мне в этом смысле комфортно, потому что я понимаю то, что говорят здесь англоговорящие жители. И самое главное, что местные испанцы, хочешь не хочешь, вынуждены понимать английский. Ладно, кстати говоря, вот этого в России точно нет. Вы не можете себе представить, ну вот, это деревенька рыбацкая, ну, по размеру, наверное, как Огой. Ну, представьте себе, что вы в Огое говорите на английском. Вас никто не поймет. А тут я спокойно живу с английским и выживаю. Ладно. Озереевку, по-моему, топило жутко. Широкую Балку тоже топило. Ну, это обычная ситуация для всех приморских населенных пунктов. Они находятся на берегу или вдоль русла рек. Повторяю, что их будут топить и дальше. Как будет топиться Испания, так и будет топиться побережье Краснодарского края. Такова реальность. Залповые дожди, все, что с этим связано. Поэтому, если вы соберетесь покупать, у вас должно быть минимум возвышения, ну, метров 50 от уровня моря, подальше от реки. Ну, помните, что когда вы покупаете что-то на склоне, то этот склон может ползти. Вспомните, как жители Большого Сочи пострадали. У них там поселками сползают эти склоны. И это нормально,
потому что побережье Краснодарского края, особенности район Сочи, Туапсе, Джубги, да, кстати, и Анапы тоже, это сейсмоопасный регион. И вы думаете, что если, допустим, тряханет на 5 баллов или на 4 балла, как обычно бывает в районе Туапсе, то это ничего. Ну, ничего, но, допустим, склон какой-нибудь горы после дождей, если еще, прошли дожди, а потом тряхануло, может и поползти. Поэтому, когда вы выбираете какое-то жилье на побережье, вообще в горных районах, особое требование должно быть к фундаментам, к качеству этих фундаментов. И проверяйте, вот вам мой большой и бесплатный совет. Проверяйте, где находится ваш будущий земельный участок. На кадастровых картах и на генеральных планах и на правилах землепользования и застройки обозначены оползневые участки, как минимум, наиболее опасные. Вы представляете, насколько люди не очень думающие, если я узнаю тут недавно, что мэр Горячего Ключа купил участок земли на улице 8 марта, а она на всех картах обозначена как оползневая. Это не значит, что у него завтра дом сползет. Но это точно значит, что ему придется дополнительно вложиться в создание прочного фундамента. И, тем не менее, гарантии это не даст никакой, что это не сползет. Так что смотрите на кадастровые карты, на генпланы. Там будут обозначены оползневые участки. Все это удорожание приводит. В низине затапливают, на горе ползет. Так, Новороссийский район, Новороссийск, Верхнебаканская, Нижнебаканская, это цементные заводы, плюс-минус, постоянно идущие мимо зерновозы, любой транспорт, который идет в сторону Новороссийска. И, не знаю, лично я бы там не хотел ничего покупать. Если бы в Новороссийском районе, я бы купил Мысхака. И если бы было много денег, купил бы в Абрау-Дюрсо. Трамвайчик пошел. Буквально в нашем месте маленький поезд дизельный называется трамваем. Так. И да, еще недостаток этих всяких баканских и всего, что находится не на побережье, в том, что перевал Волчьи ворота, это буквально отрезающая часть Новороссийска от остального цивилизованного мира. То есть, если снег какой-то, то на этот перевал достаточно сложно заехать. Поэтому Нижнебаканский или Верхнебаканский, они все-таки в стороне. И, кстати, тоже топило, насколько я помню. Тоже топило. Вспоминаю, что там было что-то такое. Тоже вдоль русла рек шло. Так. И с Новороссийским районом, Новороссийском, наверное, закончили. Вышел на пляж. И пока возвращаюсь, ой, как приятно пахнет водорослями. Вообще сегодня погодка отлично. К сожалению, я весь день занимался монтажом. Но потеплело после штормов. Люди купались в море. Пахнет сейчас. Тут пахнет не так, как в Барселоне. Совсем другой климат и воздух. Но мне тут больше нравится. Так вот. Выезжаем мы из Новороссийска через Верхнебаканский, через Волчьи ворота. Едем в сторону Анапы. Как и в случае с Геленджикским районом, есть населенные пункты, которые находятся на побережье Черного моря.
но к ним можно доехать только со стороны Анапы, ну в основном. Есть населенные пункты, которые находятся вдоль дороги от Новороссийска до Анапы. Если я не ошибаюсь, Натухаевская станица, Натухаевская, Гастагаевская, это все названия черкесских племен, которые населяли эту территорию до прихода Российской империи. Натухаевская, там где-то есть птицефабрика. Вообще вот эти все населенные пункты вдоль дороги до Анапы, это в основном сельское хозяйство, виноградники, сады, прекрасные персики анапские, виноград, кстати, там тоже классный. Но я не думаю, что это большие деньги. Хотя должно быть достаточно дешево. Анапа это уже холмики, это не горки. Анапу как таковую топит. И мы видели много-много видео, как Анапу затапливало. И в самой Анапе я не рискнул вдоль речки покупать что-то и ближе к берегу. Но есть так называемый высокий берег. Ну, это пансионат, это район. И там, кстати, в октябре можно вполне купаться еще. Холодно, но можно. И вот от этого высокого берега в сторону, как бы обратно, в сторону Новороссийска, идут населенные пункты. Я, честно говоря, не помню, в каком они порядке, но знаю, что два из них называются Суко и Субсех. В одном из них находится ЗАО «Агрофирма Кавказ», винзавод. Прекраснейшее делает вино. Кто досмотрел до этого места, найдите вино, называется «Королевская гармония». Наверное, одно из лучших среди тех недорогих, которые я пил в России. Королевская гармония. ЗАО «Агрофирма Кавказ». Если едете в сторону Новороссийска, вот Субсех, Суко или наоборот, и потом вы приезжаете к уникальному месту Утриш. То есть это вот это охраняемая территория природная. Это малый и большой Утриш, вернее большой и малый Утриш. Вода там чистейшая. Видел таких медуз, которых нигде не видел. Тупиковая дорога. Все время там горят леса. Ну, видимо, если честно, я думаю, что пытаются отжать эту землю под себя. Кто-то под маркой того, что ну там нечего уже охранять, все сгорело. Увы, там часто бывают лесные пожары. Но места, конечно, заповедные во всех смыслах. И там отличный пляж, отличные камешки мелкие. Там стоит покупаться. Сама Анапа тоже курортный город. Из производств, я думаю, там только какое-нибудь обслуживание туристов, виноделие. Застройщики строят как не в себя из неизвестно чего дома и продают по наехам. Но при этом инфраструктура города, ну если посмотреть, как я помню, на 22 год, это по сути станица с вкраплениями точечной высотной застройки. Летом это будут пробки, топит все, что вдоль низин, вдоль рек. И, ну не знаю. Плюс Анапа это в том, что 300 солнечных дней в году. Минус в том, что все-таки это уже переход
горок в холмики и в степи кубанские. Хребет большой, высокий, он находится за Анапой в сторону Новороссийска, в сторону моря. И, соответственно, если холодно, допустим, на Кубани, то это холодно и в Анапе. То есть нет там гор, которые бы отрезали холодный воздух. Да, кстати, запомните, в Анапе очень сильные ветра. Очень сильные ветра. Поэтому солнечно, ветрено, холодно зимой бывает. Витязево. Я там как-то летом бывал, в августе. Жуткая парилка. Море мелкое, теплое, заросшее камкой вот этой вот водорослями. Но песочек, дюны. Так что, может быть, для детей хорошо. Но опять же, из-за того, что считается Анапа дешевым курортом, туда едут соответствующие контингенты. В самой бы Анапе я ничего не покупал бы, но, может быть, где-нибудь Субсех, Суко, какие-нибудь населенные пункты в горках, ну не в горках, в холмиках перед Анапой, то есть над Анапой. Но опять же помните, что вам будет холодно там. Если приходит холод на Кубань, он приходит в Анапу. Между Крымом и Таманским полуостровом находится разлом. Землетрясение в районе Анапы частое явление, поэтому нужно выбирать, опять же, как во всем побережье, земельные участки, дома не в оползневых местах с хорошими фундаментами. В идеальное место, где бы я поселился в Анапском районе, это, наверное, Утриш. Там прекрасные виды, там, наверное, жутко дорого, там далеко от Анапы. Но если, опять же, есть здоровье и нет детей, которых нужно в школу водить или в садик, то, наверное, да. Мне предлагали работать в Анапе, но я не согласился. По мне, так это несколько в стороне от цивилизации сейчас. И есть еще более дикие места. Это Витязевский лиман, дальше туда в сторону Тамани, вот эти все холмики. Это прекрасные, красивые места, где виноградники. И вот этот район между Черным и Азовским морем, там свой микроклимат. Очень красиво. Но опять же нет работы, если вы не собираетесь сделать свою какую-то агрофирму, которую вас потом отожмут, как Кубань вино. Отличное было, кстати, вино. Бывал на их виноградниках, в магазине. По-моему, Старотитровская называется. Не помню, как называется станица между Темрюком и Анапой, где у них этот винзавод. Да, кстати, там есть в Анапском районе много всяких населенных пунктов вдоль трасс, но не на берегу. Например, по-моему, Гайдук называется, та же, забыл название, простите, пожалуйста. Гастагаевская, да, вот вспомнил. Есть населенные пункты, которые находятся как бы в холмиках между Темрюком и Анапой. Ну, если вам не принципиально купаться в море и вам не принципиально небольшой относительный холод зимой, то, может быть, вам захочется вот там вот выбрать себе земельный участок, потому что, по идее, там должно быть дешевле, чем в Анапе, дешевле, чем в Новороссийске, потому что это как бы далеко, относительно далеко от моря.
Вот. Но все равно там классный микроклимат. Виноградники, как вы сами понимаете, в абы каких местах не закладывают. И вот этот вот небольшой кусок земли между Азовским и Черным морем, там относительно мягкий микроклимат, несмотря на то, что я говорю, что да, зимой бывают ледяные дожди, ветры, но все равно это мягче, чем, не знаю, какая-нибудь станица Ладожская под Краснодаром. Все-таки два моря смягчают климат. Я, извините, уже забыл название поселков, которые между этими двумя большими населенными пунктами. Я там ездил 100-500 раз. Но общее правило такое. Покрупнее поселок, потому что маленький не будет медицины. Не в низине рек. Там трясти будет. Там есть вулканы грязевые. Поэтому, опять же, обращайте внимание на кадастровую карту, на генплан, в каком месте вы покупаете все это дело. Ну и инфраструктура, как по всему побережью, чем дальше от Сочи, тем менее она современная. То есть все это советская инфраструктура. Я не верю, что, ну, может быть, в Новороссийске, в Сочи что-то меняли, в плане там канализационные сети строили, водопроводные, но я не верю про Анапу, про Туапсе, что что-то масштабное делали. Так латают дыры. Ну, пожалуй, все. От Анапы до Адлера мы разобрали. И в предыдущем видео я вам говорил, но это не попало, да, почему-то обрезалось на монтаже. Я говорил, что, ну давайте, да, вот по каждому району Сочи, большое Сочи, от Магри до Адлера. Если прям хочется очень теплые места, ну, наверное, ближе к Адлеру, подальше, в горах. Ну, то есть не совсем на побережье, потому что совсем на побережье будет топить. Если на побережье, я бы выбрал, мне почему-то, не знаю почему, нравится Вардане. Может быть, потому что я там часто ездил, у меня был там проект, и я видел персиковые деревья, которые весной покрасили медным купоросом, и на них распустились розовые бутоны, цветки. И это очень красиво. Я не хочу матом ругаться, но вот настолько красиво. Это по склонам, там такие вот склончики и красивые розовые деревья с зелеными стволами. Вардане и Чиметакваджи. Почему-то мне нравится Чиметакваджи в Большом Сочи. В Туапсинском районе я уже сказал. Огой — это моя большая любовь. Прекрасное место, если у вас есть источники дохода сторонние. Не покупайте рядом с речкой, но вот где-нибудь на склоне хорошее место. Ну, может быть, еще в Туапсинском районе я бы выбрал, есть старая дорога между Ольгинкой и Новомихайловкой, где-нибудь вот там. Вот. Там такие места относительно дикие, но там живут люди. Не помню, как они называются. Вот между Ольгинкой и Новомихайловским вдоль моря. То есть дорога новая уходит в горы там, а старая дорога шла вдоль моря. Вот там можно что-то найти такое вот нетронутое рукой человека, условно. Но имейте в виду, что, конечно, там будет практически нулевые коммуникации. И вряд ли туда приедет зимой скорая, если засыпет снегом. Геленджик. Геленджикский район, я сказал, что моя любовь и сердечко на стороне Дивноморского. Где-нибудь там на горку залезть, чтобы красив был вид. Красивое место. Ну, про Просковеевку я не говорю, потому что там красиво и хорошо, но всего золота мира не хватит, чтобы там купить что-то. И там нет многоэтажек, только частный сектор, какие-то садоводческие товарищества.
Дивноморская в Геленджикском районе. Новороссийск — это Мысхака. Да, там отвратительный пляж. Ну хорошо, если у вас больше денег, то Абрау-Дюрсо и на пляж ходить в Дюрсо. И пусть вам все завидуют. Там, конечно, очень красиво и хорошо. Анапа — это Утриш, Суко, Супсех. Ну, Утриш. Если поближе к Анапе, то Сухо, Супсех, а если на море, то Утриш. Малый или большой, если много денег. Но опять же, тупиковая дорога, горят леса на любителя. Ну вот, пожалуй, все по побережью я вам рассказал. Если не на берегу, ну не знаю. Если не на берегу, то, наверное, какая-нибудь, горская перед Джубгой. Опять же, не в русле реки, потому что, насколько помню, Дифановская, Молдавановская, их топят. Поэтому не уверен, насколько там интересно покупать. Вот. Ну, Дифановская, насколько я помню, близко к Джубге, то есть если на море ездить, вроде как там пробки не должны быть большие. Горская, вроде как и относительно можно на машине подскочить, и при этом не на берегу. Ну, не знаю, опять же. Вот и все. Да, забываю вам все время сказать, ставьте лайки, подписывайтесь, репостните. Это мой абсолютно... У меня нет никакого интереса вам что-то коммерчески заряженное рассказывать. Я вам передаю свои годы опыта посещения этих населенных пунктов многократного в одном видео. Вот. От вас репост и комментарий. Следующее видео. Вам, кстати, почему нужно подписаться на мои каналы и в Телеграме, и в Ютьюбе, потому что я собираюсь сделать обзор, ну, как бы закончить обзор по Горячеключевскому району, где я жил последнее время. Хочу вообще рассказать о населенных пунктах Краснодарского края, где я побывал. А, ребята, я побывал в таких местах, куда Макар телят еще не гонял. Представьте себе, что я как-то случайно выехал в Ставропольском крае, а был в Краснодарском. И на дороге мне не уступал, ну, вернее, не на дороге, а на гравийке между двумя полями мне не уступал дорогу огромный заяц. Настолько огромный, что я думал, я его собью машиной, и будет у меня и шкварки, и очень ценный мех. Шучу. Конечно, зайца я не сбил, но вот я как-то выехал, в таких местах бывал, что выехал в Ставропольском крае. И вообще весь Краснодарский край я объехал, поэтому я вам с удовольствием расскажу в следующих видео о населенных пунктах Краснодарского края. От Псибая до, я не знаю, до Ростова. Но это уже не Краснодарский край, а Ростов-на-Дону. И особенно вам будет интересно, я обязательно это сделаю, я вам расскажу про все районы Краснодара. Для меня это будет особенное удовольствие рассказать вам о Краснодаре, о всех тех районах, где я жил. А я какая-то, не знаю, лягушка-путешественница, жил в разных районах Краснодара. И около университета Кубанского государственного, и в центре я жил, около краевой администрации, и жил около аэропорта, и, ну, можно сказать, жил на фестивальном. Хотя нет, почему можно сказать? Жил я на фестивальном, господи. Все, совсем кукухой поехал. И на фестивальном я жил. И, естественно, я буквально на ощупь знаю все районы Краснодара. Ну, по состоянию на 22 год, естественно. Вот, поэтому я вам с удовольствием расскажу об этом всем в последующих видео. От вас только нужно подписаться,
расшарить это видео для всех тех, кто собирается в Краснодарский край переехать. И поставить мне лайк за усилия, за то, что я в воскресенье после целого дня монтажа из-за своей невольной ошибки, из-за того, что предыдущее видео почему-то наполовину только смонтировалось, я вот вышел и решил вам рассказать все то, что я рассказывал уже раз, но я чувствую ответственность перед вами. Поэтому, если вы подпишетесь, если вы поставите лайки, расшарить это видео и попросите ваших друзей подписаться, я и дальше буду столь же ответственно относиться к этому моему проекту, к рассказу о том, что я за почти 50 лет пережил в своей жизни. Все, всех пока, всем пока, люблю, целую, привет вам из Испании. На улице до сих пор тепло, а уже почти 10 вечера. Все, пойду праздновать.